Всем привет! Для начала, сегодня я хотел поблагодарить всех тех, кто поддержал развитие этого формата. Я прочитал больше сотни хвалебных комментариев, которые просили продолжать, и, конечно же, не мог не снять для вас продолжение. Этот формат мы назвали настольными историями, и здесь мы рассказываем про вас самые интересные факты из истории настольных игр и про то, как они повлияли на развитие индустрии, гик-культуры и общества в целом. Сегодня вас ждет несколько историй о том, как игра, которую автор даже не планировал предлагать издателям, стала всемирным хитом, о том, как Говард Лавкрафт проник в настольные игры и крепко там засел, про то, какие настолки ушли забирать ваши деньги своими обещаниями невообразимой крутости и многое другое. Так что приготовьте себе чай с печеньками. Я учел также ваши комментарии про то, что этот формат должен быть пообширнее, и мы сегодня с вами на подольше. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, настольные истории. Начнем мы с очень неплохой, но достаточно старой истории. Это будет рассказ о человеке, который сделал не то чтобы много игр за свою карьеру, но он сделал как минимум 2 игры, которые стали прямо культовыми среди настольщиков. Многие авторы, издатели и настольные критики считают творение Питера Аллотки гениальной игрой и лучшей игрой всех времен. А вот какая вторая из его известных и культовых игр, попробуйте отгадать. Я отвечу вам на этот вопрос немножко позже, но скажу, что эта игра знаковая, она с асимметричными фракциями, и это игра на переговоры. Ну а первая из них это, разумеется, Космический контакт или Cosmic Encounter, как она была известна в английской версии, в англоязычной версии. И вышла эта игра в 1977 году, но вот история ее начинается примерно на 5 лет пораньше. После службы на Маршалловых островах в Корпусе мира Питер Аллотка вернулся домой в США и устроился работать общинным организатором программ по борьбе с бедностью. Именно там он познакомился с Биллом Эберли. Кстати, он также станет позднее соавтором второй игры, которую я вам загадал. Эберли к этому моменту уже успел поработать в самых разных местах, от преподавателя в Вашингтоне до репортера в Нью-Бедфорде. Аллотка не стал его нанимать себе в контору, но при этом они стали хорошими друзьями. Зато вот он принял на работу другого человека, которого звали Кит Риджер, и он с ним очень сильно подружился. Немного позже в их же компанию влился Билл Нортон. Его фотку, кстати, я, к сожалению, не нашел, так что представьте себе, как он мог выглядеть. Вчетвером эти ребята начали регулярно собираться для того, чтобы играть в настолки, ну вот прям как мы с ребятами делаем это. Ну вот если мы решили, что нам ничего интересного посмотреть в настольном ютубе на русском языке нет, и поэтому сделали свой канал, то ребята в какой-то момент поняли, что что-то их не устраивает в современном на тот момент геймдизайне, и они решили сделать свою собственную игру. Им очень не нравилось, и они были разочарованы даже в том, что давали игры того времени. Например, Риск. О нем, кстати, надо будет поговорить в следующем выпуске настольных историй, и там будет очень интересная тема. Так вот, Риск. В то время он игрался так, что в конце партии оставалось всего 2 игрока, которые несколько часов подряд просто кидали кубики, а все остальные шли пить пиво, развлекаться и время от времени подходить к столу, чтобы смотреть, как продвигается партия. Это, конечно, мало кому нравилось. Скучно наблюдать, когда ты вылетел из партии. Не самое веселое занятие, которое может быть в настольных играх, вы это знаете. И, в принципе, очень хорошее правило современного геймдизайна — не выбрасывать игроков из игры. Но тогда это было нормой. И вот ребята решили сделать свою собственную игру, но самым первым моментом, который они решили, что в их игре будет, а вернее не будет, они решили, что в их игре не будет кубиков. В коробке, кстати, кубиков я не обнаружил. Они просто взяли правила Риска и начали вычеркивать из них все, что их, в принципе, в этих правилах Риска раздражало. Возможно, когда-нибудь я возьму серп и сделаю то же самое. Правда, там надо будет много вычеркнуть. Но зато, может быть, получится хороший пати-гейм. Но мы вернемся к господам в 70-е. Основные идеи у них были то, что в игре может быть несколько победителей сразу, чтобы она нравилась мужчинам и женщинам, и чтобы она была в жанре научной фантастики. Ну и никаких кубиков, как я сказал. Немного позже к этому добавилась как раз концепция, которая стала основополагающей для игры, которую они создавали. И концепция этого также родилась из Риска. Ребятам не нравилось то, что все всегда играют генералами одинаковыми. Или, например, играют монополистами. Все всегда играют одинаковыми монополистами. Из партии в партии вы монополист, а в Риске генерал. И это было не весело, это надо было исправлять. Так вот, интересно то, что
игра, которую они придумали тогда, ее основная структура с тех самых пор не изменилась. Посмотреть, что такое космический контакт современный, можно вот здесь вот. У нас есть на него обзор. А основной фишкой игры стали разные фракции, которых даже в первой версии игры было целых 15 штук. Сейчас их больше 150. Даже тогда они были сильно асимметричными. Вот, например, у нас есть вирус, который может размножаться. Или, например, мутанты, у которых есть сила регенерации, мозг, который может узнавать ваши карты, и куча разных асимметричных фракций. Клоны, которые могут дублировать ваши действия. Еще там были фракции, которые могли засорить руку другим. Были фракции, которые меняли карты местами и так далее. И вот сейчас можно подумать, как бы, 15 разных карт, и чё? Кстати, даже не карт, как бы, да, это картоночки с односторонней печатью. Но вот представьте себе, что тогда было время, когда кроме Скрабла, Клуэда и Монополии на рынке особо ничего не было. И тут вы понимаете, насколько, в принципе, это была прорывная идея. Асимметрия игроков, при этом в рамках одной игры асимметрия меняется за счет того, что разные фракции участвуют. Это была новаторская идея. Так вот, в 1972 году 4 друзей основали дизайнерскую кооперативную студию, которая называлась Future Pastimes. И они решили, что будут выпускать игру. Но вообще не понимали, как это делается. Даже прототип игры был такой, что его вряд ли стоило выпускать. Там были пластиковые компоненты, все это висело. Короче, он больше походил на подделку для научной какой-то выставки в школе, чем на прототип настольной игры. Они даже пытались продать игру издателям, но стоит учитывать один важный фактор. В начале 70-х гик-культура сама по себе еще не расцвела. Даже подземелья и драконы, про которые мы говорили в прошлом выпуске, появились только через 2 года после этого. И это они только зародились тогда. Короче, если вы смотрели прошлый выпуск, сами понимаете, к кому они пошли. Пошли они, разумеется, в Parker Brothers. Их там выставили, увидев всего лишь фото прототипа. Но ребята были везучие, и через какое-то время Parker Brothers связались с ними. Они почему-то заинтересовались игрой и попросили дать им ее поиграть. В итоге, они взяли ее на лицензию и даже сделали прототип с кучей пластиковых элементов. Правда, к сожалению, авторов они переделали инопланетян, и игра стала вообще неинтересной. И в 1977 году проект Parker Bros. Закрыли, выплатив нашим героям отступные и приложив сопроводительное письмо с припиской «Космос не продается». Да, именно отсюда пошла эта фраза в настолках. Но, кстати, всего лишь через несколько месяцев после этого вышла «Новая надежда». И вот там как раз космос начал продаваться. Но история не знает слагательного наклонения, и поэтому мы не знаем, что было бы, если бы Parker Bros. Начали выпускать немножко позже игру. Поэтому грустно, конечно, но тем не менее, ребята нашли себе другого инвестора, сами вложили свои отступные, а они были достаточно крупные, и открыли компанию Eon Products. Вот эта коробочка, которая у меня здесь, она как раз и выпускалась Eon Products, и эта коробка, та, которая вышла именно в 1977 году. Первая версия Cosmic Encounter под тем самым лейблом создателей игры. Создатели все делали сами, искали поставщика компонентов, печатали и даже запаивали коробки и пленки вручную. То есть, возможно, Алутка трогал эту коробку. Было бы очень приятно. И вот этот тираж продался достаточно быстро, и вот уже в следующем году вышла вторая коробка Cosmic Encounter, но там уже была другая картиночка, она была с инопланетянином на лицевой стороне коробки. Поэтому отличить ее достаточно просто. Как вы понимаете, игра начала более-менее продаваться, появились фанаты, которые просили еще больше инопланетян, но у ребят возникла новая проблема и новый вызов. Сетевые магазины не хотели менять свою структуру продаж и закупок и покупать одну игру у какого-то маленького издателя. Им было выгодно покупать продукты, то есть игры у, например, тех же самых Parker Bros., где они могли взять целый ряд различных настолок и тем самым набить себе корзину для того, чтобы потом ее перепродавать. А вот у Eon Products они могли взять только всего одну игру, что не очень нравилось закупщикам. Ребятам нужно было что-то делать. И они начали искать себе издателя, в портфель которого могли положить Cosmic Encounter. Им стал West End Bros. А еще, кстати, были версии приблизительно того же времени от Games Workshop, про которые мы говорили в прошлом выпуске, те самые издатели Warhammer. После этого была версия от Mayfair Games, и, кстати, говорят, что Mayfair вообще ничего не выплатил за нее, и несмотря на многократные тяжбы и жалобы, они продолжали продавать Cosmic Encounter, не выплачивая роялти авторам,
пока у них сам тираж и не закончился. После этого игра перешла к Avalon Hill, и, на мой взгляд, у них, кстати, была самая интересная по компонентам версия из всех версий за 50 лет, которые стукнула игре. Правда, говорят, эти компоненты только выглядели круто, а так там ничего никуда не лезло и ничего не держалось. Но на картинках, по крайней мере, они прикольные. В итоге игра барахталась от издателя к издателю до 2008 года, пока не попала в Fantasy Flight Games и в руки Кевину Уилсону. Этот товарищ приложил свои ручки к очень многим известным играм, включая Descent, Ужас Аркхема и даже Игру Престолов. Он совсем немного доработал Cosmic Encounter, и у Fantasy Flight Games игра вышла в том виде, в котором вы сейчас ее знаете. Если до этого она продавалась так себе, то у Fantasy Flight Games она все-таки расцвела. Хотя, несмотря на признание критиков и других авторов, продажи у нее были далеко не такие, как у того же самого Катана и других топовых игр. Это связано, скорее всего, с тем, что сама по себе игра Cosmic Encounter — это игра для гиков, игра, в которую люди скорее играют друг в друга, то есть в людей, а не в саму настольную игру. За это ее многие любят, сами того не осознавая. Ее любят авторы, геймдизайнеры, критики, блогеры, продвинутые настольщики, но эта игра не для широкой аудитории. В этом, с одной стороны, ее минус для создателей, а с другой стороны, тут кроется секрет ее важности для развития индустрии настольных игр. Это игра, которая опередила свое время. Она дала настолкам множественные асимметричные силы и повлияла на творческий путь многих авторов. Вот поэтому она и важна. Пример будет не за горами, прямо вот сейчас. На автора следующей игры очень повлияла Cosmic Encounter. Но я обещал вам ответить на вопрос про вторую игру. Я надеюсь, вы уже успели написать в комментариях, что же вы думаете, что это была за игра, которую сделал Питер Алотко со своим другом. Так вот, если мы отложим Cosmic Encounter, то второй его культовой игрой была Дюна 1979 года. Культовая игрушка. Если вам будет интересно, про нее я тоже как-нибудь вам расскажу. Пишите об этом в комментарии. Вообще, мне было бы очень интересно услышать от вас, про какие игры вы хотели бы узнать историю в данном формате. И какие игры вы считаете, что были важными для развития настольной индустрии. А мы переходим ко второй игре. И это будет прям тяжелая артиллерия. Начнем историю с того, что еще будучи студентом, юный Ричард Гарфилд уже разрабатывал игры. Его вдохновляли «Подземелья и драконов», мы про них говорили в прошлый раз, но особо он ценил Cosmic Encounter. К концу 70-х в игре было уже под 50 инопланетных рас, и Ричард был в восторге от того, как много новых возможностей и разнообразного взаимодействия дает разный набор инопланетян на каждую партию. Вообще, ему очень импонировала идея создания настольной игры, основанной на карточной колоде, которая бы менялась бы от партии к партии. Эту идею также подогревала игра Strat-O-Matic Baseball, в которой параметры бейсболистов менялись каждый год по итогам прошедшего сезона, а игроки занимались драфтом этих карт и выставляли их себе в команды. Ничем серьезным, конечно, эта игра про бейсбол не закончилась, но тем не менее действо было интересное. В итоге, в 1982 году Ричард Гарфилд сделал игру, которая называлась Five Magics. Она официально, конечно, не выходила, он сделал ее для себя и друзей, которые на ее основе наделали много всего интересного. Почему она называлась Five Magics и почему, в принципе, она была такая? Да, все просто. Ричард Гарфилд был фанатом романа Master of the Five Magics Линдона Харди. Что было в игре крутого? Они играли ее с друзьями, и каждый привносил свое, а основной идеей было то, что колоды менялись по ходу игры. Сейчас, может, это не звучит революционно, у нас есть много игр на механике декбилдинга, где у вас прямо в ходе игры меняется колода, и дек-констракта, где вы готовите колоду себе перед каждой партией или между раундами. Но я напомню, что это были 80-е. Теперь немножко вперед перенесемся, и вот спустя 10 лет Ричард Гарфилд вместе с Майком Дэвисом, его агентом, пытаются продать игру, которую не назвали Робо Ралли. Майк привел Ричарда к совсем молодой компании, которая называлась Wizards of the Coast. Тогда, кстати, у них было вот такое вот лого, а не то, что сейчас. И как бы Визардам игра понравилась, но они сказали, что она была достаточно большой, требовала сложных компонентов. Они хотели небольшую быструю игру, которую можно было показывать на конвентах, на маленьких столах, потому что тогда конвенты были не такими огромными, как сейчас. И при этом она не требовала бы долгой раскладки и быстро показывалась. В итоге они между собой пообсуждали игру и дошли до концепции коллекционной карточной игры на основе игры Safecracker, которую Гарфилд придумал еще в 1985 году. Но потом он вспомнил про Five Magics, и вот
совместив идею коллекционной карточной игры из Safecracker и налепив на нее Five Magics, дело прям пошло. Первый сет магии назывался Альфа, и в нем было 120 карт. Вышел он в 1993 году, и сначала в правилах было прописано, что игроки должны поставить одну из своих карт на кон и играть на нее. Это, кстати, карты из той самой Альфы, первое издание 93 года. У меня, правда, сохранились только черные, и нет, у меня нет черного лотуса, к сожалению. Так вот, выигрывая карты друг у друга, игроки прокачивали свои колоды, игра была азартная, увлекала огромное количество людей. При этом игроки выискивали кого-то послабее, чтобы выигрывать у них карты и качать свою колоду. В рамках одного сообщества они пытались выяснить, у кого что в колоде, слухами полнилась земля, и игроки играли друг с другом, выясняя и подбирая комбы против комб. Что было дальше? Я думаю, вы все прекрасно знаете. Настольная игра Magic the Gathering зародила не только новый жанр игр, но и новую модель их распространения. Новые коллекционные карточные игры рождаются по сей день. Вот недавно вышли Ларкана по диснеевским персонажам, Riftbound по Лиге Легенд, и это только последние из которых я помню. Так как каждый год выходит новых целая пачка, но все они далеко не магия. И многие из них не переживают даже пару сезонов. Но тем не менее, некоторые из них остаются и пользуются достаточно большой популярностью. Вот наши, например, сделали Берсерк. И возродили его недавно, спустя много лет. У меня, кстати, новым Берсерком сын увлекся. Важной частью всех коллекционных карточных игр является поддержка игроков издателям. Регулярные обновления, линейки, турниры. Но это прям тема для отдельного видео и не в нашем формате настольных историй. Так вот, Magic the Gathering очень важная игра, потому что, во-первых, она дала возможность понимать, что можно менять колоду между партиями, а даже потом и в ходе партии. А во-вторых, то, что можно продавать карточки бустерами, как лутбоксы, и игроки будут за ними гоняться. Сделайте разную ценность у карт, сделайте разную редкость у карт, и игроки захотят покупать их одну за одной и играть ими. И, наверное, вот такой формат настольных игр вызывает самое большое привыкание у игроков, гораздо больше, чем все вот наши коробочные игры. Но, тем не менее, отрицать влияние Magic the Gathering на развитие индустрии невозможно никаким образом. И вот говоря о большой, но одновременно маленькой карточной игре, то есть начиналась она всего со 150 карт, потом развилась, нельзя не поговорить о просто маленькой карточной игре. Давайте разбавим наш выпуск чем-то лайтовеньким. А поговорим про маленькую карточную игру, которая все в те же 70-е годы завоевала огромную популярность и показала настолько удивительные продажи, что многие оценили потенциал маленьких карточных игр и поняли, что можно издавать не только вот коробки большие типа Монополии и Клюэда, а можно делать маленькие карточные игры, и они принесут и деньги, и популярность, и порадуют настольных игроков. Как вы понимаете, это была игра с простыми компонентами, и она подтвердила в очередной раз, что игры с разнообразными компонентами и большая коробка не обязательно для хороших продаж. Ну и еще она развязала руки настольным авторам, которые, я уверен, по сей день мечтают повторить успех игры Uno. Вот так, кстати, выглядела коробка ее первого издания. Да-да-да, она не была красная, а вот красная коробка, которая стала знаковой, вышла только через 2 года после первого издания Uno. Но давайте отъедем немножечко назад. До появления Uno существовала так называемая игра восьмерки. В англоязычном сообществе она называлась Crazy Eights. И это была простая карточная игра на стандартной колоде из 52 карт. В игре нужно было избавиться от всех карт на руке, выкладывая по очереди карту за картой, игрок за игроком, либо в масть предыдущего игрока, либо в номинал предыдущего игрока. И называлась она восьмерки, потому что восьмерки в ней были джокерами, можно было выложить на что угодно. Но то, что я вам только что рассказал, это был всего лишь один из вариантов правил игры восьмерки. Это, знаете, как вот сейчас, когда люди, которые играли в Codenames в одной компании, но без вас до этого, а потом сели играть с вашей компанией, вот с ними всегда лучше на берегу обсудить, какие конкретно ассоциации у вас считаются легальными в игре. Вот так же было и с восьмерками. Постоянно были споры по правилам, каждая компания играла немножко у нее по-своему, и из-за этого часто ругались люди. И вот таким ругающимся своими родными и близкими был парикмахер из Огайо Мерль Робинс. Он поругался со своим сыном в очередной раз из-за правил и решил, что, блин, надо все-таки сделать так, чтобы споров по игре не было. И в 1971 году напечатал сам себе правила и карточную колоду с цветными картами, чтобы унифицировать игру восьмерки. Но назвал он ее Uno,
что значит 1 по-испански, в честь главного условия победы. Нужно было избавиться от всех карт на руке и при сбросе последней крикнуть «Уна». Первый тираж он напечатал сам вместе со своей семьей, и это было 5000 колод. Сейчас это кажется для первого тиража самоиздатной игры достаточно большим тиражом, но тогда настолок особо не было, и он в себя, видимо, очень сильно верил. Продавал он их у себя дома и из своей парикмахерской. И игра реально взлетела. Совсем немного позже он продал права на нее за $50 000. Конечно, тогда это казалось достаточно крупная сумма, но недостаточно крупная для того, что стало с игрой. Ну, плюс там, конечно же, было еще роялти, который он должен был получать от каждой коробочки. Продал он права группе инвесторов, и игра пошла в мир. Игра стала мега популярной, в том числе потому, что у нее была офигительная маркетинговая кампания. Ее даже детям дарили на шоу Боза. Это такой стрёмный, на мой взгляд, клоун, но его шоу было очень популярно в США и сильно раскрутило игру среди аудитории. Там почти 10 лет каждому ребенку, который участвовал в шоу, дарили Uno. Дети, соответственно, видели с экранов, что дарят какую-то прикольную карточную игру всем, хотели ее, родители видели это же самое и понимали, что детям можно подарить Uno. Ну и, соответственно, таким образом она пошла в народ. И к началу 80-х Uno продавалась уже в магазинах игрушек по всей территории США. А в 92 году права на нее приобрела компания Mattel. Если вы не знаете, что такое Mattel, то вспомните, что этот логотип стоит на Барби и, например, на машинках Hot Wheels. И вот именно компания по производству игрушек раскрутила уже достаточно сильно раскрученную в США игру, но теперь на весь мир. И помогла превратить игру Uno в одну из самых популярных карточных игр в мире вообще. На данный момент продано больше 150 миллионов копий Uno. Ее издают более чем в 80 странах, а сама игра породила огромное количество вариантов. От Uno Flip, где карточки еще можно переворачивать, и Uno Attack, где они вылетают из специальной машинки, до брендовых коллабораций с Марио и той же самой Барби. Чем же Uno так сказалось на индустрии? Чему она научила производителей, издателей и авторов? Ну, во-первых, это была маленькая игра с большой маржинальностью, которую хорошая маркетинговая компания сделала всемирно известной и популярной. Ну, а второе, это то, что она показала, что рескины различных версий одной и той же игры могут отличнейше продаваться. И если игра популярна, то даже одним и тем же людям можно продать одну и ту же игру дважды или даже трижды, если вы, соответственно, переклеите на них картиночки и сделаете в них маленькие изменения механики или оформления. И вот теперь мы видим одни и те же игры в разных оформлениях, а в магазинах люди, не сильно увлеченные настольными играми, покупают себе третью Монополию, просто потому что она оформлена под их любимый сериал. Кстати, Монополия начала баловаться вот тем же самым рескином на целых 2 года позже, чем Uno. Как раз насмотревшись на самое Uno. Так что, возможно, Uno не самым лучшим способом повлияла на развитие индустрии настольных игр, но тем не менее научила зарабатывать деньги на одном и том же продукте многократно. Из интересных фактов, Uno находится в книге рекордов Гиннесса за самую большую партию в настольную игру, в которой участвовало более чем 3000 игроков. Правда, на цифровой платформе, так что это не то, что прям интересно. Но это ее не единственный рекорд в книге рекордов Гиннесса. Погуглите, если будет интересно. А вот с нашей 4-й игрой давайте мы перепрыгнем сразу резко в то время, которое, возможно, даже вы застали все, и при этом застали, может быть, уже на как-то стольчике. И, как всегда, маленькая предыстория. В 2009 году была запущена такая платформа Kickstarter. И это сейчас кажется, что народное финансирование это в порядке вещей, а тогда это прям был новый подход. Любой человек мог запустить там сбор средств на свою любую идею. И это, конечно же, дало расцвет множеству идей. Конечно же, на платформе сразу начали появляться настольные игры от разных авторов и самиздатов. Но ничего прямо сильного, заметного не было, и сборы на них были так себе небольшие. И так было до тех самых пор, пока в игру на Кикстартере не вступила компания Cool Mini or Not. И да, именно так расшифровывается аббревиатура Симон, которую вы знаете сейчас. Переводится это как «клевая минька» или «нет». И изначально это был сайт, на котором художники-миниатюристы выкладывали и обсуждали фотки своих покрашенных миничек. Сайт оказался очень популярным, потому что покрас миниатюр в тот момент прям цвел и пах. И они постепенно начали делать рекламу, потом производить свои собственные продукты, продавать их тем же самым людям, которые выставляются у них или смотрят у них на сайте, и потихонечку наработали себе денег, клиентскую базу. Начали добавлять на сайт всякий стаф, а потом взялись за настолки. Так вот, в 2012 году Cool Mini решили очень неплохо подготовиться и войти на Kickstarter с игрой Zombicide.
Сама игра Зомбицид была создана французской компанией Guillotine Games под руководством нескольких дизайнеров. Там был Рафаэль, Жан-Батист Люльен и Николя Рауль. Разработка началась в 2011 году и завершилась созданием прототипа к началу 2012. Вся команда уже обладала опытом разработки настольных игр, прекрасно понимала, как пользоваться механиками данжен-кроулеров, прекрасно понимала, что фильмы Джорджа Ромеро в тот момент были популярны, и, соответственно, их можно наложить в настольную игру, и это будет круто. И, конечно же, прекрасно понимали, что в рамках кампании Cool Mini or Not надо делать игру с миничками. Перед ним была поставлена цель создать игру в жанре survival horror. При этом игра должна была заключаться в том, что у вас миниатюрочки будут переходить по игровому полю, миниатюрочек должно быть много, и, соответственно, они все это поместили в постапокалипсис современный, где мы боремся с зомби. Конечно, опыт дизайна у них был, но профессиональными геймдизайнерами на тот момент они еще не были. И так вот, чисто отвлечение, они сделали абсолютно дебильное правило, в котором, если вы стреляли в толпу зомби и там находился кто-то из ваших, вы первыми попадали в него. И это правило очень долго оставалось в зомбициде, пока его наконец не поправили уже в другом зомбициде. И вот вроде как сейчас можно посмотреть на игру Зомбицид, и это всего лишь один из мини-гробов. А тогда это был довольно рисковый проект, который в итоге, как вы знаете, взлетел. Он набрал почти $800 тысяч, его поддержали больше 5000 человек. И несмотря на то, что если сейчас залезете на страничку Kickstarter и посмотрите ее, это была компания вообще не под стать современным, то есть там не было красивых картиночек особо, не было много видосиков, не было кучи обзоров от блогеров и так далее. На этом лендинге было видео с интересным, увлекательным игровым процессом, были рендеры мини-зомбей и некоторых героев, были интересные промки, которые обещали сделать эксклюзивами Кикстартера, включая того же Шелдона с коктейлями Молотова. И это все было очень завлекательно, никто с настольными играми до этого такой не делал. Минусом у игры была высокая цена, но она все равно была обозначена как ниже, чем РРЦ на целых $14. В итоге вам на этом Кикстартере обещали так много всего, частично эксклюзивного, да еще и дешевле, чем потом будет в магазинах, да еще и с теми штуками, которые в магазинах потом не купить, что, конечно же, многие люди решили поддержать, а издатель для себя отметил, что типа, ага, такая схема работает. Но за этой схемой, кроме привлечения игроков к своему товару и маркетинга, который можно было запускать через Kickstarter и оплачивая всего лишь комиссию Kickstarter, а не выпуливая кучу денег на рекламу на телевидении или в интернете, крылась еще экономическая выгода. По самому Kickstarter было понятно, что игра будет издана в любом случае, и что это не прямо народное финансирование. Симон сами написали, что за счет Kickstarter они хотят увеличить тираж игры. Соответственно, тираж уже был какой-то изначальный. И они взяли довольно неплохую схему. Неоднократно мы у нас на канале рассказывали о том, что дистрибьюторы, особенно оптовые, хотят получить от издателя скидку в 50% на свой товар, для того, чтобы они могли делать скидку своим ритейлерам или делать скидки под акции и при этом самим еще зарабатывать. То есть берем 50%, это цена, которую мы сразу скашиваем, потому что Cool Mini or Not, продавая игры в опт, скорее всего, ее не получили бы. И вот они сели и подумали, а что бы нам из этих 50%, которые мы все равно отдадим не себе, не отдать 10-15% площадке, которая будет Кикстартером, не скинуть самим покупателям 10-15% скидки, а на разницу напечатать им всякую классную замануху, типа промо-зомбей и промо-персонажей. Отличная же схема, не? Она и экономически неубыточная, и если зайдет, у нас увеличится тираж, а чем больше тираж, тем, соответственно, меньше стоит каждая коробочка. И тем самым мы на этом еще, может быть, даже что-то выиграем. А на этом мы будем давать еще больше, и это заинтересует еще больше людей. Можно мерч добавить на нем, даже заработать. Короче, одни выгоды. Проект был очень успешным, схема работала, и в том числе потому, что сам Kickstarter набирал обороты, и после этого Симон неоднократно пользовались им в таких маркетинго-продающих схемах. А потом к ним присоединились другие издатели. Все это случилось потому, что Симон показали на Кикстартере, что большие и красивые игры могут отлично продаваться и собирать много денег. А при этом, если в них еще и миньки, то много-много денег. Все наши Немезиды, Агемонии, Аридии и подобные им игры стали возможны потому, что когда-то в 2012 году компания Cool Mini or Not придумала, как пулять на Kickstarter игры, чтобы аудитория их хотела и брала, и при этом не проседать по баблу самим. Хотя, конечно, в итоге история Cool Mini свелась к тому, что они по баблу просели. Но это потому, что они стали немножко по-другому себя вести. Ну а теперь давайте отправимся обратно в середину 70-х в США, где Грег Стаффорд,
основывает компанию Chaosium, чтобы выпустить свой собственный фэнтезийный варгейм по придуманному им миру, который назывался White Bear and Red Moon. Ну, это назывался варгейм, а мир этот назывался Глоранта. Эх, была у меня настольная игра с таким названием, Женьке подарил. И в этом процессе Грег шел фактически по стопам Гэри Гейгекса, о котором я рассказывал вам в прошлом выпуске настольных историй. Он начал с варгеймов, но продолжил настольными ролевыми играми. Для этих целей к нему в 1982 году присоединяется Сэнди Питерсон. Это тот самый человек, который позже сделает мою самую любимую игру на контроль территории, вот это вот, Войны Ктулху. Он, кстати, даже сам согласился поучаствовать в нашем обзоре на ее дуэльную версию. Всем привет, с вами Сэнди Питерсон, и сегодня у нас обзор Cthulhu Wars Duel. Да, Сэнди Питерсон был очень крутой дядечка. Ну, в смысле, как дизайнер игр. Не только настольных, а в принципе вообще игр. И подтверждение этому тому, что он участвовал в создании Дума, причем, ну, как компьютерного Дума. Он в нем делал уровни, дизайнил. И даже в «Пиратах Сида Мейера» он отметился как разработчик. Ну, то есть классный, большой дизайнер, который сделал много крутого для индустрии игр в целом. Кстати, по-настоящему зовут его вовсе не Сэнди, зовут его Карл Сэнфорд Джослин Питерсон. Но все зовут его Сэнди. Даже на коробке с игрой написано Сэнди. Так вот, Сэнди Питерсон работал в Chaosium и разработал им и выпустил настольную ролевую игру на системе D100, которая называлась Зов Ктулху. Сами, думаю, догадываетесь, о чем эта игра. Ну а если вы смотрели прошлый выпуск, то понимаете, что как раз вот это приблизительно время рассвета настольных ролевых игр. Я сейчас немножко отвлекусь и расскажу вам про то, что Говарда Лавкрафта оценили как писателя еще при жизни. И вот после смерти в 30-40-х годах его произведения еще пользовались большой популярностью, и он получил множество последователей. Но в 60-х, 70-х интерес к нему пошел на спад, до тех пор, пока в 80-х не вышла та самая настольная ролевая игра от Сэнди Питерсона. И вот именно она вновь всколыхнула Лавкрафтом гик-культуру. За ней пошла череда фильмов от «Реаниматора», который фактически основан на рассказе Лавкрафта, до «Армии живых мертвецов», где основным артефактом является Некрономикон. Короче, тема Ктулху пошла в народ и вновь возродила интерес к автору, к Лавкрафту в смысле. Но вообще Сэнди Питерсон пришел в Chaosium, будучи фанатом совсем другой игры, и хотел делать к ней модуль. Но ему сказали, что сейчас нужно не развивать старую линейку, которая уже была, а делать новый продукт, причем в жанре хоррора, на базе существующей механики, которая была у самого издательства, вот это вот на D100. Сэнди посидел, подумал, помозговал, и, будучи фанатом Лавкрафта, у него родилась идея, что было бы неплохо совместить ужасы маэстро хоррора с более-менее современным миром. И вот эта идея всем понравилась и стала основой для настольной ролевой игры Зов Ктулху. Но это прям уже отдельная история про то, что такое Зов Ктулху. И, кстати, если вам интересно было посмотреть, как сейчас современная редакция играется, то у нас есть видео на канале. Сегодня же я хотел вам рассказать про то, как эта тема пошла дальше. А тема продолжилась с человеком, которого звали Ричард Ланиус. Он был фанатом настольной ролевой игры Зов Ктулху спустя несколько лет после того, как она, соответственно, вышла и продавалась повсеместно. Так вот, Ричард Ланиус, графический дизайнер из Цинциннати, притащил в Chaosium целый ворох проектов настольных игр, основанных на Зове Ктулху, на ролевой настольной игре. Ему так нравилась система, ему нравилось, что сыщики в этом времени ходят и кругом безысходность, безумие, и разные монстры прорываются к нам из других миров, и что во всем этом может поучаствовать, ему прям очень нравилась эта идея. И он на основе нее сделал несколько настольных игр. Ну, прототип. Из всех этих игр, которые он притащил, Chaosium понравилась только та, которая называлась Зов Ктулху настольная игра. Это была версия того, как можно играть в Зов Ктулху без мастера. Они взяли этот проект, допилили его, добавили туда шкалу рока и выпустили под названием Ужас Аркхема в 1987 году. И эта игра, вот прям вот эта вот игра, в том же самом году на Origins Awards, которые уже 14 год как проводились, стала лучшей научно-фантастической игрой, завоевала награду. Круто? Круто. Игра разлетелась, распродалась, но несмотря на неоднократные обещания переиздать ее по новой, сделать, соответственно, выпустить еще коробочек, Chaosium сильно были увлечены как раз именно настольными ролевыми играми, и поэтому на это у них все время не хватало времени. Поэтому через 4 года различных обещаний они все-таки смирились с тем, что издавать Ужас Аркхема они больше не будут, и закрыли игру в 91 году. Поэтому вот эта коробочка — это единственное издание Ужас Аркхема, первое, других тиражей у него не было.
И вот выглядит она вот таким вот образом. Можно обратить внимание, персонажи перекочевали из издания в издание и до сих пор остаются в том ужасе Аркхема, который знаете вы. И вот игра не выпускалась больше 10 лет, пока в 2004 году у Ричарда игру не купили и не отдали ее Fantasy Flight Games, и она не попала в руки все к тому же загребущему Кевину Уилсону. Он ее доработал до того ужаса Аркхема, который вышел в 2005 году, а позже на русском языке был локализован Hobby World, вот именно в такой коробочке. Про более-менее современный ужас Аркхема, думаю, рассказывать нет никакого смысла, вы и так про него все хорошо знаете. Но значимость ужаса Аркхема далеко не в том, что он под крышей Fantasy Flight Games породил целую линейку игр. Хотя и в этом тоже, и про это я еще поговорю. А вот в том, что он показал, как ролевые элементы и нарративная составляющая могут быть использованы в настольных играх. Все те же десятки событий разнообразных, которые есть в современном ужасе Аркхема, все так же они, только в немножко меньшем масштабе, были и в первой его редакции. То есть вы передвигались по игровому полю, с вами происходили различные события, и вы играли своим персонажем. То есть фактически отыгрывали роль своего персонажа, но только без мастера и без достаточно сложных комплексных правил. Многие могут не сказать о том, что до этого уже выходили игры типа Dungeon, Sorcerer's Cave или Талисман, что они были раньше, и я при этом соглашусь. Ну, во-первых, когда-нибудь я все-таки поговорю и расскажу про эти игры, а во-вторых, я парирую еще тем, что ужас Аркхема при всем этом еще был кооперативным. И это была вообще огромная редкость в то время. И даже если не принимать во внимание и кооперативную составляющую, и то, что это был перенос настольной ролевой игры в настольную игру, и все механики, которые были, в принципе, напичканы в ужас Аркхема первой редакции и потом пошли дальше в другие разные игры, то надо отметить, что влияние ужаса Аркхема и Зова Ктулху на настольную индустрию довольно-таки большое. Хотя потому что можно взять такой банальный пример. Сейчас многие в комментариях жалуются, сколько можно игр по Ктулху сделать о чем-нибудь другом. Тема с Ктулху и мифами Лавкрафта была очень сильно популяризована через Зов Ктулху и через, соответственно, ужас Аркхема настольный. Сначала за рубежом, а потом и у нас. Ну и если посмотреть на то, что прямо сейчас представляет собой современный ужас Аркхема, то это хороший пример того, как строится целый спектр игр, связанных единым миром и тематикой, а не механикой. То есть, если до этого мы говорили про Uno, где вам брали игру приблизительно одной и той же механики и обертывали в разную обложечку и продавали многоразово, то ужас Аркхема это как раз противоположный пример, где мы берем одну, соответственно, приблизительно обложечку, а в случае с Fantasy Flight Games это вообще одна обложечка, потому что они во многих своих играх по одной теме используют одни и те же картинки даже, и накручивать ее на разные механики для того, чтобы продавать много игр фанатам не механики, а фанатам идеи и темы. На сегодня будем потихонечку закругляться. В следующем выпуске будут достаточно спорные механики, которые далеко не всем нравятся. В следующем выпуске будут игры с необычными компонентами, про которые, возможно, вы даже и не догадывались. Ну и в следующем выпуске будет одна из классических таких игр, про которые вы все знаете, но, возможно, ее история тоже будет вам интересна. Но это если следующий выпуск будет таким же, как первые два. Хотя у меня есть идея сделать спецвыпуск по играм, которым я играл в детстве. Если вам это интересно, напишите мне в комментариях. А так, я буду благодарен всем за лайки, которые вы поставите под этим видео, и за то, что расскажете про него своим друзьям. Мне кажется, это интересный формат, который, может быть, многим даже не настолько интересен, потому что дает такую историческую справку и больше погружает вас в то, что такое наше хобби, и о том, как оно по-разному развивалось, и какие люди придумывали те игры, которые мы любим. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!